Плющенко объявил о переходе Липницкой. Также в этом выпуске грустная история олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а теперь к новостям. Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил о том, что олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая присоединилась к его академии. Очень рад, что к моей команде Ангелы Плющенко присоединилась Юлия Липницкая. Юля не только мой большой друг, но и большой профессионал. Добро пожаловать в нашу семью, Юля. Теперь у нас в команде 3 олимпийских чемпиона. Слава сильно меня выжила. Грустная история олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Девочка в красном пальто покорила миллионы сердец на Олимпийских играх в Сочи 2014 году. У России не было недостатка в потрясающих победах и ярких героях, но главным символом тех игр суждено было стать 15-летней Юлии Липницкой. Не по годам серьезная фигуристка своим катанием тронула сердца миллионов людей. И навсегда осталась для них девочкой в красном пальто. Тогда никто и подумать не мог, что сразу после Сочи карьера Липницкой резко пойдет на спад. А к 22 годам ее будут воспринимать как фигуристку из очень далекого прошлого. Так что же стало с гениальной чемпионкой Сочи Юлией Липницкой? Олимпиада в Сочи прошла всего 6 лет назад, но по меркам женского фигурного катания, в другой эре. Это сейчас почти все российские чемпионки, ученица Тутберидзе, а тогда Этери Георгиевна только пробивала себе дорогу в элиту тренеров, и впервые оказалась в центре внимания в качестве наставницы уникальной и неповторимой Юлии Липницкой. Девочка из Екатеринбурга присоединилась к группе Тутберидзе только в 10-летнем возрасте и заметно проигрывала сверстницам в технике, однако компенсировала недостаток мастерства потрясающим трудолюбием и упорством. В 4 года мама отвела энергичную и любознательную Юлю на каток стадиона «Локомотив» в Екатеринбурге. Девочка все схватывала на лету, упрямо отрабатывала трудные элементы и быстро начала выделяться среди ровесниц. К 9 годам Липницкая уверенно побеждала на всех городских и региональных соревнованиях, а вот на всероссийском уровне конкурировать с представительницами школ Москвы и Санкт-Петербурга ей было тяжело. Стало очевидно, что для продолжения карьеры семье придется бросить все и уехать за тысячи километров от родного дома. На одном из выездных турниров Юлия показала на Этери Тутберидзе и сказала: «Хочу заниматься у нее». Мама поддержала выбор дочери и на собственной машине повезла Юлю в Москву на просмотр в Хрустальный. Тогда же они договорились: если попасть к Тутберидзе не удастся, то на этом с фигурным катанием будет покончено. К тому моменту 10-летняя фигуристка не владела ни одним тройным прыжком, однако Этери Георгиевна разглядела потенциал по двойному акселю и приняла целеустремленную девочку в свою группу. Блестящий дебют и неприятная травма. Уже через полгода после судьбоносной поездки в Москву Липницкая освоила все тройные прыжки и постепенно превратилась в одну из главных надежд женского российского фигурного катания. В сезоне 2011-2012 Юля стала чемпионкой мира среди юниоров, а единственное поражение потерпела на взрослом чемпионате России, где уступила Аделине Сотниковой всего 2 балла. После победы своей подопечной на первенстве мира Тутберидзе сказала: «Юля – это бриллиант, такая спортсменка, которую надо привозить за первым местом. И на мне лежит ответственность подготовить ее для этого результата». В предолимпийском сезоне Липницкая по возрасту не проходила на главные старты, но по правилам могла выступать в серии Гран-при и турнирах категории «Б». Юлия значительно добавила в сложности программ, но при этом редко обходилась без ошибок. Чаще всего ее подводила произвольная программа. Несмотря на отсутствие стабильности, спортсменка пробилась в финал Гран-при, однако выступить там не смогла из-за полученного на тренировке сотрясения мозга. Восстановиться удалось лишь к концу сезона, когда Юля завоевала серебро юниорского чемпионата мира. Первые же старты олимпийского сезона показали, что Липницкая в свои 15 лет готова всерьез претендовать на поездку в Сочи. После побед на этапах Гран-при Юля уступила Мао Осаде в финале серии, и Аделине Сотниковой на чемпионате России. Тем не менее,
Серебро национального турнира позволило ей отобраться на чемпионат Европы, где она взяла реванш у Аделины и завоевала свой единственный в карьере личный титул. Уже в Будапеште пронзительная произвольная программа под саундтрек из списка Шиндлера произвела мощное впечатление как на зрителей, так и на судей, а спустя месяц ей было суждено стать одним из знаковых событий Олимпийских игр в Сочи. Уверенное выступление Липницкой на чемпионате Европы убедило руководство федерации в том, что именно Юля должна катать обе программы в командном турнире. И 15-летняя спортсменка полностью справилась с возложенной на нее ответственностью. Липницкая принесла сборной России максимально возможные 20 баллов и стала самой молодой фигуристкой, победившей на Олимпийских играх. С технической точки зрения россиянка откаталась безупречно, получив хорошие надбавки за сложные для того времени каскады тройной лутс, тройной тулуп и двойной аксель, тройной тулуп. Но настоящую народную любовь ей принесли не прыжки и даже не фирменные вращения. По-детски трогательная и вместе с тем серьезная Юля идеально попала в сложный драматический образ. За несколько минут произвольной программы девочка в красном пальто стала суперсенсацией и любимицей всей планеты. Президент Путин стоя аплодировал ей с трибуны, а при личной встрече обнял и поцеловал в щеку. Казалось, номер 15-летней российской фигуристки не оставил равнодушным никого. Юле посвящали тысячи восторженных статей и сюжетов, журнал Time поместил ее на обложку, а режиссер списка Шиндлера Стивен Спилберг в личном письме признался, что выступление фигуристки тронуло его до слез. Эйфория вокруг Липницкой продолжалась до конца Олимпиады, и не ослабла даже после не лучшего катания Юли в личном турнире. К постолимпийскому чемпионату мира Липницкая восстановилась и завоевала серебро, уступив лишь японке Мао Осаде. Без ошибок не обошлось, но итоговый результат все равно настраивал болельщиков на позитивный лад. Ей только 15, все еще впереди. Но, к сожалению, впереди у Юли были лишь непреодолимые трудности. В первом сезоне после олимпийского триумфа Липницкая никак не могла обрести уверенность. Казалось, магия героини Сочи куда-то исчезла, а постоянные срывы произвольной программы только усиливали нервозность. Как выяснится позже, во многом это было обусловлено разногласиями с Тутберидзе. Когда спортсмен уже что-то завоевал и думает, что теперь он может тренироваться по-другому, что обращаться с ним надо по-другому, начинается конфликт, говорила Этери Тутберидзе. В ноябре 2015 года Юля ушла из «Хрустального» и переехала в Сочи, где не так давно покорила сердца миллионов болельщиков. Первый сезон под руководством Алексея Урманова получился неровным, а второй оборвался, едва начавшись. На этапе Гран-при в Москве олимпийская чемпионка с огромным трудом завершила произвольную программу и больше на лед не выходила.